давайте это прямо сейчас обсудим. Серия называется «Прошлое». Эпизод начинается с того, что Максимус, все еще скрывающий свою личность под украденным бронекостюмом Братства Стали, путешествует вместе с Тадеусом, его оруженосцем. У них есть голова Вальцига, недавно найденная собака. Максимус и Тадеус явно сблизились с тех пор, как мы видели их в последний раз, и они дружелюбно шутят у походного костра. Тадеус упоминает, что официально он не оруженосец, пока его не заклеймят, и по просьбе Максимус клеймит оруженосца, оставляя Т-образное клеймо на задней части шеи Тадеуса. Максимус признается, что ему нужно кое-что сказать Тадеусу, который заявляет, что может рассказать ему все, что угодно. Максимус рассказывает, что он не рыцарь Титус, а на самом деле Максимус. Но Тадеуса это не устраивает. Он спрашивает, что случилось с Титусом, и Максимус отвечает, что он мертв. Когда становится ясно, что Тадеуса больше не на стороне, Максимус атакует его и наступает ему на ногу. Но Тадеус быстро переводит бронекостюм Максимуса в режим ожидания, запирая Максимуса внутри и похищая ключ. Затем Тадеус забирает голову Вальцига и собаку и уходит своей дорогой. На следующее утро Максимус все еще стоит в костюме, простояв на ногах всю ночь, когда несколько тараканов залазят на костюм и начинают пробираться к Максимусу. Одного из них выстрелом сбивают силовой брони. Мы видим, что стрелявшая Люси, которая убивает остальных тараканов, срывая свою злость. А из костюма у нее была тяжелая... Вообще у нее была довольно тяжелая неделя. Потом, собственно, она затаптывает одного из них до смерти. Максимус просит Люси освободить ее из костюма, но у нее была тяжелая неделя, и она не знает, может ли она доверять Максимусу. Она признается, что ищет голову, потом ее рвет от лучевой болезни. Максимус говорит, что у него в скафандре есть антирадиационная сыворотка Рад-Авей, которая вылечит ее, но поскольку практически все пытались убить ее с тех пор, как она оказалась на поверхности, Люси по непонятным причинам все еще насторожена. Она спрашивает, как его зовут, и Максимус лжет, говоря, что он рыцарь Титус. Люси называет свое настоящее имя, она решает довериться Максимусу, и она знает, как вручную разблокировать его броню из старых руководств по технике. Но как только она выпускает Максимуса, она теряет сознание из-за лучевой болезни. Люси приходит в себя благодаря запасу Рад-Авея у Максимуса. Максимус признает, что не знал, что в хранилищах живут люди. Он считал, что они полны монстров. Он также упоминает, что его оруженосец украл нечто жизненно важное для Братства Стали. Люси спрашивает, есть ли у Братства еще костюмы и оружие Т-60, на что Максимус отвечает утвердительно. Люси предполагает, что и она, и Максимус ищут голову, рассказывая, что она вживила в нее маячок. Они могут помочь друг другу, она может помочь найти ему голову, которую он сможет вернуть Братству, а взамен Братство может дать ей 5 или 6 рыцарей, чтобы они отправились спасать ее похищенного отца. Люси говорит, что Максимус мог солгать ей, и он мог позволить ей умереть, но из-за этого не сделал. Поэтому она доверяет ему. Максимус решает не разрушать ее иллюзии. Они объединяются и снова отправляются на поиски головы. Пока они идут, Люси спрашивает Максимуса, что произошло за последние 200 лет после падения бомб. Максимус говорит, что бомбы падали, когда он был ребенком, что кажется Люси странным. Ну да, то есть ему получается уже больше 200 лет, А он выглядит как чувак, которому типа лет 30-35, может быть. Хранилище 33. Обитатели голосуют за то, кто будет новым смотрителем, в то время как Вуди и Редж явно не популярны. Фаворитом, похоже, является Бетти. Мы узнаем, что Бетти однажды уже была смотрителем, и даже Редж решает проголосовать за нее, а не за себя. Тем временем Норм просматривает компьютерный архив между хранилищами и узнает, что каждый смотритель убежища 33 изначально был переведен из хранилища 31.
Бетти победила на выборах, набрав 98% голосов, подавляющее большинство. Максимус и Люси переходят мост и видят двух других людей на другой стороне. Другая пара спрашивает, вооружены ли Максимус и Люси, что Максимус лжет и говорит, что нет. Двое других также утверждают, что они безоружны. Максимус решает, что это небезопасно, и говорит Люси отдать ему свой пистолет. По просьбе Люси все поднимают руки, проходят мимо друг друга. Сначала кажется, что это работает, но когда они оказываются лицом к лицу, другая пара улыбается и начинает стрелять в Максимуса и Люси. Максимус быстро убивает их обоих, но получает пулю в руку. Однако он утверждает, что это царапина. Максимус говорит Люси, что эта пара была чертями, группировкой, которая пожирает других людей. Люси заявляет, что ей здесь ненавистно. В убежище 33 мы узнаем, что у жителей убежища есть поговорка, когда дело доходит до голосования. А когда все плохо, выход один, голосуй за 31. И похоже, это постоянный лозунг, когда проводятся выборы. Норм идет поговорить с Чедом и к нему домой об открытии, что все надзиратели пришли из 31-го убежища. Тот говорит, что Стеф тоже из 31-го убежища, поскольку Стеф находится в квартире Чеда, и они встречаются. Норм спрашивает Стеф о 31-м. Норм признает, что этот отец никогда особо не рассказывал о убежище 31. И все, что приходит в голову Стеф, это сказать, что картофельное пюре там было немного лучше. Норм рассказывает что то же самое говорил его отец. Бетти объявляет по громкоговорителю, что она проводит предстоящую общую встречу убежища 32. Продолжая свой путь, Люси и Максимус натыкаются на рекламный щит Shady Sands, на котором написано, что это первая столица Новой Калифорнийской Республики с населением 34 тысячи человек. Эта информация шокирует Люси, которая понятия не имела, что так много людей жило на поверхности после глобальной войны. Поскольку все в убежищах ждали дня восстановления, когда они поднимутся на поверхность и перенаселят мир. То, что мир и так уже был заселен какое-то время назад, кажется ей неправдой. Мы обнаруживаем, что Shady Sands сейчас просто кратер в земле. Когда Люси спрашивает, что случилось, Максимус отвечает, что так происходит всегда. Все хотят спасти мир, просто они расходятся во мнениях о том, как это сделать. Люси также спрашивает, выжил ли кто-нибудь, и Максимус отвечает ей, что выжил. В воспоминаниях юный Максимус выходит из холодильника в разрушенном районе, где его находит рыцарь Братства Стали. Затем Люси понимает, что рана Максимуса намного серьезнее, чем он первоначально показывал. Голова, которую они ищут, подождет, им нужно оказать Максимусу помощь сейчас. Вскоре они находят здание медицинской лаборатории. Люси заходит внутрь, в то время как Максимус не уверен в том, что стоит туда заходить. Но затем Максимус заходит в здание, разыскивая Люси, и когда он входит в отдел медикаментов, Пол быстро уходит из-под его ног, и он падает на землю. В убежище проходит общее собрание, где Бетти говорит, что убежище 33 должно посетить убежище 32 всем сообществом и всей семьей, поскольку это единственный способ восстановить его. Бетти говорит, что после разговора с смотрителем убежища 31 они согласились, что лучше всего, если некоторые люди из убежища 33 останутся в убежище 33, в то время как другие переедут в убежище 32. Но Тед и Норм оба удивлены, обнаружив, что в убежище 32 уже очищено. Там нет ни тел, ни крови, ни каких-либо признаков бойни, которую они обнаружили. Единственная вещь, которая, по-видимому, все еще уничтожена, это компьютерный терминал в кабинете надзирателя, где Норм узнал, что дверь хранилища открыта кем-то с Пип-Боя, его мамы. Бетти находит Норма в офисе и говорит, что рейдеры уничтожили очень многое, но не их дух. Норм спрашивает Бетти, что случилось с Пип-Боем его мамы, когда она умерла. Бетти сразу говорит, что его похоронили вместе с ней. Она знает это, потому что сама хоронила мать Норма при помощи его отца. В финальной сцене эпизода мы видим, как Люси и Максимус просыпаются на носилках. Люси встает и смотрит в окно, что вызывает у нее улыбку. Она говорит Максимусу, что с ними все будет в порядке, так как они находятся в лучшем месте в мире, в убежище. Вот такая, ребят, получилась серия.
собственно, была не то чтобы сверхинтересной, сверхпоказательной, но более-менее можно было смотреть. То есть это не супер скучный, по крайней мере, сериал, хотя вот эти вот выборы и то, что происходит в убежище, это такой себе. Это вот, например, расследование этого там Норма и его вот этого дружка, ну, не очень интересно. Сейчас что на поверхности происходит, оно, конечно же, поинтересней. Как бы и внутри, я думаю, этого сериала, и вот мне как зрителю, глядя все это со стороны. Поэтому хочется, наверное, чуть больше, чтобы этого было. А вообще сериал, конечно же, неплохой, но не шедевральный все-таки. Как будто бы некоторые ребята, там, обзорщики, кинокритики, вот эти, ну, скажем так, люди, которые оставили свой отзыв публично, восхищенно просто отзывались об этом сериале. Этот сериал неплохой, реально неплохой, но не шикарный, не гениальный. Просто неплохой, я считаю. Возможно, он больше заходит тем людям, которые были или по-прежнему являются фанатами серии игр Fallout. Я же нет, я играл немножечко в Fallout, совсем немножечко, прям. Я даже Пип-бой-то, Пип-бой, буквально смотря этот сериал, понял, что это такое, потому что в игре, ну я понял, что это такое, то есть это такой как бы компьютер на руке, но... скажем так, когда я играл в Fallout, там это не запомнилось мне. То есть у меня не слишком-то много было какого-то бэкграунда, какого-то контекста об этой вселенной, об этом сериале. Поэтому, вернее, не сериале, а об этой вселенной, когда я начал смотреть сериал. Жду, ребята, ваше мнение в комментариях насчет данного сериала. Пожалуйста, поддержите нас финансово по ссылкам в описании, либо оформите спонсорскую подписку на наш канал. Также, пожалуйста, поддержите нас в других соцсетях, подпишитесь на них. Все ссылочки есть в описании, тем более, если на дополнительный контент, дополнительные ссылки в описании. Огромное спасибо вам за внимание. Жду ваше мнение в комментариях.